Товарищи, здравствуйте! Вы смотрите «Давай запишем», с вами Александр. Мы продолжаем знакомить вас с наушниками для различных целей, и сегодня предлагаем вам познакомиться с моделью SHP5000H от компании Stag. Первое, с чего бы мне хотелось начать, это озвучить их стоимость. Друзья, 3000 рублей. Я не случайно первым пунктом поставил именно цену. Это потому, что у нас с вами не должно быть каких-то больших ожиданий от этого инструмента. Хотя выглядят они очень симпатично, все детали выполнены аккуратно, швы везде ровные, амбушюры мягкие. Может, и со звуком все будет в порядке, но разберемся чуть позже. А пока один из главных вопросов, на который мы с вами обращаем внимание, покупая подобное оборудование. Это удобство ношения. И вот здесь сразу внимание. Если ваши музыкальные и драгоценные ушки несколько больше, чем, скажем, обычные или среднеразмерные, то, боюсь, вам эти наушники могут не подойти от слова «совершенно». И хоть амбушюры здесь мягкие, как я уже сказал, работать в них вам будет крайне неудобно. Прилегают они достаточно плотно, что с одной стороны хорошо, но с другой, опять же, долго в них не усидишь. Да еще и есть случаи жалоб на то, что ушам становится жарко, они потеют и т.д. и т.п. Ну, может, тут причина в материале амбушюр, может, какие-то особенности человеческие, кто его знает. Но так или иначе, все это говорит о том, что прежде чем надумаете их приобрести, очень хорошо было бы их примерить на себя. Понятно, что такая возможность не у всех может быть, но сказать об этом я все-таки посчитал нужным. Ну, а второе, что нас может беспокоить не меньше, чем удобство ношения, это, собственно, то, как они будут звучать. Ну, то, что громко, можно не сомневаться, при их-то 16 омах, а по частотам это мы попробуем услышать на нашем тесте, который проведем прямо сейчас. Лишь только я упомяну о том, что проводочек у этих наушников 3-метровый, переходник на 6,3 имеется, весят они 289 граммов. Все, друзья мои, слушаем. Ну а теперь итоги.
Делаем это, как обычно, на фоне картинок с измерениями, которые нам любезно предоставляют наши друзья из компании Reference Audio Analyzer. Первое, с чего мы традиционно начинаем, это чувствительность. У этих стагов она равна 127,6 дБ. И эта цифра указывает нам на то, что эти наушники громче на 16 дБ большинства полноразмерных наушников. И вот здесь самая серьезная рекомендация – очень внимательно выбирать источник под эти наушники, поскольку часть устройств, рассчитанных на полноразмерные наушники, могут оказаться излишне громкими для этой модели, а соответственно возможны проблемы в виде искажений и так далее. Теперь сопротивление. На графике видим, что это 23,1 Ома. В описании на эти наушники была указана цифра 18. Но, как мы знаем, ничего страшного в этом нет. 5 Ом разлетелись по проводам и переходникам. Так что с этим здесь все в порядке. И, наконец, последнее – это АЧХ. И глядя на эту картинку и вспоминая наше тестовое прослушивание, можно ставить знак равенства. Небольшой спад в нижней серединке, плавный подъем на 700-800 и уход после 5000 Гц. Все это наверняка было хорошо слышно. И тем не менее, глядя на цену этих наушников, думаю, что ни у кого никаких критических замечаний быть не должно. Друзья, на этом все. Всем удачи, всем спасибо за внимание и всего доброго. Может, еще разочек, так, на всякий случай, там, дублик прогоним? Резервный. Да, резервный в нон-стопе. 3.08. Ну, хороший ролик будет. Прям очень. Я уже ни к чему не готов. Поехали. Вопрос перед тем, как готов. Нет. Никогда не готов, но надо.